Обновление 9.0 принесло много важных и интересных изменений. Появился новый режим боев, улучшилась графика. Переработке подверглись несколько карт. Подробнее об этом и многом другом вы узнаете в нашем обзоре. В обновлении 9.0 появился новый режим — исторический бой. Принять участие в реконструкции знаменитых битв Второй мировой войны теперь может любой игрок. Главная особенность режима — участвуют танки в той комплектации, в которой действительно участвовали в сражениях, а баланс сил учитывает реальную мощь машин. Чтобы узнать подробнее о новом режиме, смотрите специальное видео. Многое было улучшено в графической части. Картинка стала еще красивее. Металл, дерево, краска и камень будут выглядеть более естественно. Увеличилась детализация некоторых моделей танков. Теперь на их корпусах можно разглядеть царапины, сколы, потертости и новые предметы. Огромное удовольствие доставит взгляд на каждый каток ходовой, сварные швы, гусеницы, бронеплиты, лопаты и другие части танка. А главное, теперь можно смело заглянуть внутрь орудия в начале боя. Переработке подверглись и различные эффекты. Выстрелы разных калибров и типов орудия теперь выглядят достоверно, а попадание в землю фугасного снаряда легко можно отличить от бронебойного. Кроме того, в игру была добавлена новая возможность для повышения количества кадров в секунду. Это динамическое разрешение. Изменить его значение можно прямо в бою с помощью комбинации клавиш Shift+, а также Shift-, либо в окне настроек графики. При уменьшении качества картинки существенно повышается FPS. В обновлении 9.0 вас ждут переработанные карты Тихий берег, Жемчужная река, Малиновка и Северогорск. На карте Тихий берег была расширена коса на 8 и 9 линии. Это дало больше возможностей для маневра. В квадрате К6 проредили кусты, чтобы убрать преимущество в обороне с нижней базы. Горка из квадрата F1 была передвинута в квадрат D1. Ранее возвышенность давала преимущество нижней стороне. На Жемчужной реке немного изменились местонахождение баз и место появления игроков. Также были проложены дополнительные пути прохода к ущелью. Центральная часть карты теперь стала играбельной и, по сути, представляет собой еще одно ущелье. Город удлинили в сторону верхней базы, а также он увеличился в центральной ее части. Теперь через него можно проехать, постоянно находясь в укрытии. Объездная дорога претерпела незначительные изменения, по большей части визуальные. Все эти нововведения дадут больше возможностей и вариаций боевых действий. В результате таких глобальных изменений карта будет ощущаться по-новому. Малиновка также преобразилась. Значительно была переделана гора. Теперь она состоит из 2 уровней. Здесь же появились дополнительные укрытия. Вблизи болота образовалась впадина, где можно укрываться от огня противника. Кроме этого, произошли некоторые другие изменения, которые улучшили баланс сторон. Северогорск тоже значительно изменился. База и места появления танков были сдвинуты в центральную часть карты. Гора на 2 и 3 линиях была значительно изменена. Теперь там только одна точка, из которой можно вести огонь по остальной части карты. И она прямо в центре. Придется сильно постараться, чтобы отбить ее. В определенной ситуации владение этой позицией может дать значительное преимущество в бою. А на 9 линии горы фактически не стало. Это полностью переработанная территория, где будут происходить позиционные войны. Изменения на карте Северогорска избавили игру от застоя возле базы и затяжных перестрелок с горы на гору. Теперь появилось больше возможностей для активных боевых действий на малой дистанции. Все эти изменения должны улучшить баланс карт, чтобы обе стороны были в равных условиях. Была усовершенствована физическая составляющая игры. Теперь при взрыве боеукладки у танков отрывается башня. При этом сила взрыва зависит от количества и типа снарядов в танке. Оторванную башню можно будет передвигать или использовать как укрытие. А еще при падении на противника она способна нанести урон. Была улучшена работа катков. Теперь каждый из них взаимодействует с поверхностью, как это происходит в реальности. В итоге работа ходовой части танка стала более естественной. Но это только первые шаги в работе по данному направлению. При переходе в снайперский режим появился эффект линзы, который можно включить в настройках. Зайдя в обновленную игру, вы увидите новые стандартные и премиум ангары. Мы рассказали о самых важных изменениях. Полный список вы можете найти на нашем портале. Обновление 9.0 является отправной точкой для будущих значительных улучшений.
о которых можно узнать из дневников разработчиков. На этом все. Удачи на полях сражений!